Меня зовут Антон Пушной, а это моя мастерская классических американских автомобилей в Москве. Еще в конце 80-х годов отец привил мне к ним любовь. Автомобили — это моя страсть. Как и в любом деле, главное — это команда и любовь к процессу. Я объединил лучших специалистов, и каждый наш проект мы доводим до совершенства. Мы занимаемся полным циклом восстановления и кастомизации автомобилей. Крутые, эксклюзивные, дерзкие. В рамках мастерской мы собрали с нуля большое количество легендарных американских автомобилей. Chevrolet Chevelle 70-го года, Dodge Charger 69-го года и прочие легенды своего времени. Люди обращаются к нам не за тем, что им нужно, а за тем, о чем они мечтают. Ведь никогда не поздно иметь счастливое детство. Это Retro Legends Garage. Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage. И сегодня мы вам расскажем о еще одном крутом и легендарном американском автомобиле. Ну, давайте начнем с небольшой исторической сводки. Изначально в 60-х годах в Великобритании была такая компания AC. И они выпускали свою модель роудстера Ace. Очень успешно, но в какой-то момент у них прекратились поставки двигателей. Там еще стояли старинные довоенные рядные шестерки разработки BMW. И именно в этот момент Кэрол Шелби прислал им свое коммерческое предложение. Он сказал: ребята, разработайте мне машину так, чтобы там поместился V8, и я ее у вас буду покупать и продавать на территории Соединенных Штатов. Они взвесили это предложение и поняли, что именно оно спасет их компанию. И уже в феврале 1962 года они отправили на самолете готовый вариант под установку V8. Изначально Кэрол Шелби собирался ставить двигатель фирмы Chevrolet. Но там ребята подумали, что что-то опасное назревает, и не будет ли это конкурировать с нашей моделью корвета. Подумав, взвесив, они вынесли ему отказ, и он обратился в Ford. Естественно, Ford сразу же положительно отреагировали на эту идею и согласились предоставить двигатели, поскольку Форду было интересно чуть-чуть подопустить то позиционирование Chevrolet своего корвета, как они это делали. Его позиционировали как самый крутой и быстрый маслкар тех времен. После того, как Кэрол получил свой первый двигатель, он буквально за считанные часы его поставил сюда и уже тем же вечером выехал на улицы Лос-Анджелеса, чтобы найти корвет и утереть ему нос на первом светофоре. А это, друзья мои, кит-кар компании Black Draft Racing, построенный в 2004 году. Эта машина максимально повторяет оригинал по своему дизайну. Это точно такая же машина внешне, как была построена Кэролом Шелби в 1962 году. Но она уже имеет более современную подвеску, но все тот же неизменный V8 от Ford и механическую коробку переключения передач. Если честно, у меня уже руки чешутся сесть за руль и посмотреть, что же она из себя представляет. Stopping at the red light, girl, 'cause I won't get you sitting
Друзья, не передать, конечно, этих эмоций, которые вызывает этот автомобиль. Это просто космос, это чума. Максимальный драйв, звериная мощность, дикая управляемость. И здесь, на гоночном треке ADM Raceway, это все чувствуется прям вот нутром. Потрясающие эмоции. Это именно та тачка, на которой нужно сюда приезжать и наваливать. Я, честно, не удивлен, что эта машина победила 24 часа Ле Ман. Она победила Феррари. Для того времени это был просто неимоверно быстрый снаряд. Машина на максимальном диком драйве. И представьте, сейчас там интегрированы более-менее уже современные элементы подвески. Сейчас там карбюраторный мотор. А можно заказать на фабрике, чтобы вам поставили современный инжекторный, например, Койот или такой, как мы ставим в Элеонору. 550 сил на компрессоре. Да это будет просто ракета. Эта машина может еще раз победить Ле Ман. Ну, конечно, если в ней будет кондиционер, будет все по-другому, улучшенная вентиляция или аэродинамика, это уже вторично, но в целом это пушка, и эти эмоции я запомню надолго. Ну и, естественно, мы не могли себя лишить такой возможности, как заехать сюда, на настоящий драг-стрип. Это РДРЦ Race Park. И здесь мы устроили показательные заезды нашей тачки. Она нереально ускоряется. И все, что у нас было, это прямая дорога. Она максимально быстро, максимально устойчива, максимально сбалансирована. Как на кольце, так и, как выяснилось, на драг-стрипе. Эта модель в точности повторяет оригинал. Она собирается американскими специалистами в заводских условиях и максимально передает те ощущения, которые доставлять должен оригинал. И под капотом у нас скрывается V8 351 Small Block от Ford объемом 5,8 литров. Я вижу перед собой, что дополнительно были установлены алюминиевые головки блока, тюненное зажигание от MSD, равнодлинные выхлопные коллектора в связке с мощным карбюратором, хорошей трансмиссией Tremec 600, пятиступенчатая. Мотор показывает весьма неплохие характеристики. А конкретнее давайте проверим же какие, поскольку мы находимся здесь, в Gun Race, на Дино-стенде. Что же показал нам замер мощности? Давайте обратимся к графику. Здесь мы видим 350 лошадиных сил и 430 момента. Я ожидал цифры немного больше, но, как говорил Генри Форд, лошадиные силы продают машины, а момент выигрывает гонки. Именно поэтому наша Кобра уносится вперед так неимоверно, оставляя всех конкурентов далеко позади. Автомобиль невероятно хорошо чувствует себя на дороге, просто великолепно. Сцепление с дорогой максимально приближено к современным автомобилям. Рулевое управление тоже сбитое, машина слушается руля, откликается на него мгновенно, хоть здесь и нет усилителя. Здесь стоит просто рейка без него. Машина все равно рулится достаточно легко. По подвеске машина достаточно мягкая, как я и сказал, сбитая. Ведет себя на дороге прогнозируемо. Когда получается ее поставить боком в занос, она держит именно тот угол, который ты ей дал, и направление именно то, которое ты задаешь. Ощущения от езды в такой малышке, они тоже очень и очень... В этой машине чувствуешь себя максимально контактно с окружающим миром. То есть тонкие двери
низкая посадка, вот ты сидишь буквально на земле, а деревья, здания, люди вокруг, они все перед глазами, то есть маленькая рамка лобового стекла, потрясающий обзор и ощущения какие-то особенные, то есть ты максимально в балансе с окружением, то есть ты видишь всех людей, люди видят тебя, и ты видишь эмоции на их лицах, то есть все респектуют, поскольку, ну, таких машин единицы в городе, и реально не посмотреть, не заметить, особенно когда я нажимаю на газ, чтобы все обратили внимание, потрясающе, просто потрясающе. Машина подходит как для кольца, как для прямого участка дороги, на котором можно ускориться в пол, так и для спокойных вот таких вот летних променадов, поскольку я сейчас еду 35-40 км в час, и я реально кайфую, поскольку я никуда не тороплюсь, у меня есть время просто проехаться и насладиться этим чудесным летним вечером. Звук выхлопа здесь — это отдельный разговор, это симфония V8, это один из лучших звуков, которые я слышал и чувствовал, поскольку выхлопные системы заканчиваются уже вот здесь, и ты буквально нутром ощущаешь все вибрации этого V8. Это очень круто. Некоторых, наверное, будут вопросы, а как здесь по размещению, сколько места, поскольку машинка-то маленькая, удобно ли здесь сидеть? Логичный вопрос. Так и есть, она маленькая, но мне с моим ростом 195 здесь комфортно. Из минусов я вижу только немного смещенные педали относительно руля налево. То есть здесь у нас моторный щит и туннель под коробку. Он достаточно сильно и широко сразу расходится, поэтому педали сместили левее. Но за 5 минут привыкаешь к этому, и никакого дискомфорта не вызывает абсолютно. Я сижу, и вот у меня подлокотник с этой стороны, здесь у меня прямо под рукой селектор переключения передач, максимально хороший обзор, то есть нет слепых зон, поскольку я могу крутить головой и даже боковым зрением видеть, что происходит вокруг меня. Ну а проблем с трафиком не возникает совершенно, потому что все всегда смотрят именно на тебя, и ты можешь поворачивать смело, включив поворотник, тебя любой пропустит, и при этом еще посигналит и пожелает удачного дня и хорошей ровной дороги. Друзья, вот и подошел к концу очередной выпуск Retro Legends Garage. Я надеюсь, вам понравилась серия. Если понравилось, обязательно поставьте лайк, расскажите друзьям. Не ленитесь нажать на колокольчик, поскольку чем больше людей знает о нас, тем больше мы делаем контента для вас. Поэтому еще раз лайк, коммент и колокольчик, и увидимся на канале в следующих сериях.